Добро пожаловать в мой новый влог. Начинаем его с распаковки. У нас уже вечер, заехали с Сашей на Wildberries, работала сегодня у нас в Close. Забрала свои заказики. В общем, подушка. Даже две. Нет, все в порядке с моими предыдущими подушками, которые я вам показывала. Они мне очень нравятся. Очень классные, поэтому я купила еще две точно такие же. Мне захотелось, чтобы было в кровати, было побольше подушек. Вот, очень классные. Пока что. Вы мне тоже там пишете, что купили такие же подушки по твоему совету. Девочки, я подушки вам не советую. Пожалуйста, не надо. Не перекладывайте на меня эту ответственность, потому что мне уже страшно. Вы знаете, что подушки — это моя больная тема. Они все поначалу классные, потом они какие-то становятся плохие. Надеюсь, что с этим все будет хорошо. Пока просто супер. Пока я пробовала, они мне нравятся больше всего. Они прям такие пухленькие, такие приятные, на них комфортно спать, они мягкие, они большие, несмотря на то, что это размер 50 на 70. Она, как я вам говорила, не подходит в обычную наволочку. Пухленькая такая, хорошая. То есть это не какая-то такая тоненькая подушечка 50 на 70. Надеюсь, что прослужат они мне хорошо. Вот, но пока мне прям очень нравится. Как вам и говорила, я вам подушки не берусь советовать, потому что у меня это реально больная тема. Короче, забрала еще две. Дальше из интересненького пижамку нашла такую красивую. Я не сплю в пижамах, ношу дома. Здесь в составе 40% ангоры, 30% хлопка и 30% вискозы. По ощущениям очень такая мягкая и приятная. И она, смотрите, завязывается вот на груди только. Я ставлю картинку, как это выглядит. Ну, надеюсь, что сама тоже покажу. Не забуду на себе. Вот, очень такая приятная. И брючки. Брючки в пол. Блин, жалко, что не регулируется на талии. Я люблю, чтобы регулировались. Вот такие классные. Брючки как лапша такие. Очень-очень мягкая, приятная. Надеюсь, что будет хорошо носиться. Еще у меня есть два кондиционера для белья. Взяла, в общем, свои любимые от Тессори. Просто обожаю. Этот вот голубой. У него такой аромат, какой-то вот такой парфюм. Унисекс какой-нибудь такой полумужской. Очень приятный, такой свежий, классный. Обожаю этот аромат. Вот этих кондиционеров, они все такие классные. Они разные, но классные. Нет ни одного плохого. Есть просто, которые мне нравятся меньше, есть, которые нравятся больше. Но вот прям какой-то, чтобы там нет, не нравится, нет. Они все очень классные. Это такой уже мягкий. Вот у меня какая-то ассоциация с каким-нибудь шиммером почему-то. Это Византия, а это получается ассотерапия. Вот. Еще мне нравится, все нравятся. И красный классный, и бирюзовый. С розовой такой этикеточкой, очень популярный, классный. Но сейчас у меня вот эти два. Такая вот у меня маленькая распаковочка. Пойду надевать подушечки. Сегодня будем спать уже на 4. Прекрасное доброе утро, девочки. Смотрите, что я смотрю. «Секс в большом городе». Представляете, я не смотрела. Почему-то этот сериал прошел мимо меня. Я раньше пыталась, что мне было вообще как-то никак, а сейчас вот начала, и мне нравится. Лучше поздно, чем никогда. Сейчас как раз вот буду завтракать, 9:05. Так, здесь у меня одно яйцо, хлебцы, авокадо, ну и, конечно, очень много зелени. Мне очень нравится зелень, гороха. Очень-очень люблю, вообще вкусно. Черри обожаю, здесь у меня шпинат, половинка авокадо и хлебцы. Делаю себе чаек и буду наслаждаться просмотром одной серии. Как раз они тут по 20-30 минут, очень удобно. Озбай прислали мне подарок. Я просто не могу не показать вам, потому что в прошлом году тоже вам показывала. Вы знаете, что я постоянно использую отрывные календари. У меня уже есть на следующий год. Он такой красивый в коробке. Кстати, девочки, это просто обалденная идея для подарка для подружки или для кого угодно. Возьмите на заметку. На Новый год просто шикарный подарок. Он отрывной, каждый день какое-то новое послание, новая картинка. Ну, не знаю, для меня это такая же приятная традиция. Очень мне нравится. Можно купить в магазине MyOS. Ну, или онлайн. Это вообще не проблема. Он так ставится и стоит красиво на столике. А также его можно повесить. Вот здесь, видите, есть скотч, он прикрепляется вот сюда. Ну и здесь уже на что-то вешаете. Но мне больше нравится, когда он вот в таком положении стоит. Вот я его пока спрячу, достану 1 января, потому что у меня, конечно же, еще есть календарик на этот год. И здесь еще всякие такие подарочки классные. Бомбочка для ванны. Боже, девочки, просто невероятный аромат. Кофе с корицей. К сожалению, у меня нет ванны, поэтому отдам своей сестре. Пускай она покайфует. Но вы бы просто могли представить какой-то аромат.
Просто, просто шикарный. Как пошла бы я сейчас в ванную. Я просто в восторге. Это, знаете, для любой девочки, мне кажется, будет интересно. Не знаю, если такое в продаже, надо посмотреть. Если найду, то оставлю вам. В общем, посмотрите, здесь такая вот куколка, которую нужно наряжать. И здесь у нее сразу несколько нарядов и несколько куколок. Но какие наряды, девочки! Просто люкс. Hermes, Chanel, Dior. Что тут у нас? Господи, все такое красивое. Cartier, Gucci, просто все. Видите, какой наряд? Шикарный. Дальше. Еще наряды. Буду наряжать всех девочек, посмотрите. Просто блеск Кика в моем любимом оттенке. Rare Beauty в моем любимом оттенке. Тоже, кстати, очень-очень приятное такое занятие и классный подарок подружке, если такое продается. Образы просто нереальные. Я всех девочек своих наряжу. Вот, видите, здесь сколько девочек? Раз. 2, что ли, только девочки? А нарядов вон сколько. Блин. Как же я их наряжу? Я думала, девочек больше. Ну ладно. Хотя здесь, видите, такое покрытие, что их можно раздевать и заново одевать. Класс. Вот это мне прям очень понравилось. Такая, знаете, как игра для взрослых. И вот это тоже очень классная штука. Это закладки для книжки. И они такие очень приятного материала и очень красивые. Они такие плотненькие. Я прошу прощения за свой маникюр. Сегодня иду на маникюр. Видите, такие красивые тоже закладочки. У меня 5 штучек. Очень приятные. Еще у меня здесь наклейки. Магнит. Тоже такой приятный. С нужными словами. И обалденная свеча. Я это просто обожаю. В прошлом году тоже у меня была свеча от них. Вот поэтому пойду поставлю на свой столик, буду жечь. Вот всякие еще такие картиночки и звездочки. Вся суть в этом календаре, так что напоминаю вам, что уже пора. Девочки, я извиняюсь за этот бардак, но я тут собирала комод, я его не мыла. Сейчас тут у меня вообще грязь просто везде. Просто я не умею ждать. Сейчас буду его протирать. Я хотела такой комодик купить 2. Второй вон там. Для ванной. Я вам потом покажу, как там что обустроено. Короче, я его собирала сама, потому что я человек очень быстрый, и мне надо моментально все. Просто я не умею ждать. А у меня муж в Лиде. Он приедет только завтра. А комод приехал вчера. 2 комода. Вчера вечером, 8 вечера. Где можно было не стучать, я собрала вчера. Пожертвовала своим маникюром, который я вчера сделала. Но вроде бы он не пострадал. А без шуруповерта, хотя он очень тут был нужен. Просто посмотрите на мою руку, это кошмар. Но я надеюсь, что пройдет сейчас быстро. Сейчас пришлю Саше фотографию, какая я молодец. Хотя он мне наругался, чтобы я сама этого не делала и дождалась. Но я не умею ждать. Вот, и собрала. Единственное, я не понимаю, у меня вот здесь вот, получается, он никак не зафиксирован посередине. Но это уже пускай там... Ладно, так и быть, так и оставлю. Саша что-нибудь сделает с этим. Вот, второй собирать не буду, потому что уже просто нет времени. Без инструкции, потому что это для умных людей. Для таких, как я, у меня инструкция, мне не хватает терпения ее читать и все делать по ней. Все супер. Пойду сейчас его поставлю и заполню. Второй уже сделает Саша. Всем доброе утро. Снова показываю вам свой завтрак. Постараюсь показать сегодня и обед. У меня сегодня подставил меня авокадо. Он попался гнилой, поэтому завтрак вот такой. Здесь у меня яйцо. Я каждый день ем очень много зелени, стараюсь с каждым приемом пищи. Я очень-очень люблю это. Банан у меня на десерт. Вместо хлеба. Я очень люблю хлеб и постоянно ем хлеб, но мне очень нравятся вот такие вот хлебцы также, особенно с авокадо. Сейчас покажу. Микрозелень гороха, но мне еще очень нравится микрозелень подсолнечника. Вот сегодня положила себе в корзину. Покажу редис, черри обожаю. И 1 яйцо. Кстати, я раньше очень редко ела вареные яйца. Буквально вчера впервые сварила за последние несколько лет. Ну вот именно для себя. У меня муж постоянно ест, а я как-то люблю жареное на сковородке без масла. Я просто люблю желток в него макать. Но вчера сварила, и мне так понравилось. Короче, сегодня 2-й раз именно варю. Хлебцы вот такие вот. Ой, именно с авокадо. Я просто их обожаю. Они очень-очень вкусные, доктор Корнер. Девочки, я не на правильном каком-то питании. Я не похудение тем более. Я просто показываю то, что я ем. Я очень действительно стараюсь. Не всегда это получается. И я себя за это ни в коем случае не ругаю. Я обычный человек, я ем то, что я хочу. Но я хочу, чтобы еда, которую я ем чаще всего, была
более или менее какой-то полезный, да, чтобы я сама следила за тем, что в меня попадает, и чтобы то, что в меня попадало, было более или менее каким-то таким нормальным и полезным. Поэтому у меня примерно так, 80% из того, что я ем, это какие-то такие хорошие продукты, ну, не фастфуд какой-то, да, и там 20% уже то, что я там хочу себя побаловать, там какие-то сладости, не знаю, если мне там захочется какую-то пиццу, KFC, байцы вот эти вот куриные, то я с удовольствием их съедаю, но просто, конечно же, не каждый день. Так что и чипсики, и семечки, и сладости, и мороженое тоже все есть в моей жизни, но просто, конечно же, это не то, из чего состоит мой полноценный рацион. Несмотря на то, что сейчас разгар дня, дома просто невероятная темнота, на улице, соответственно, тоже. Не понимаю, как моя камера справляется. Я вышла показать вам свою пижамку. Сегодня впервые ее надела. Сейчас как раз после душа сделала макияж. Сейчас пойду сушить волосы. Очень классная. Мне брючки длинноваты. Вот, но я подворачиваю вот здесь, внутрь, и нормально. Вот у меня эти коробки, я пока их не убираю, потому что там второй комод. В общем, очень классная. Она такая приятная вообще. И мне нравится, как это здесь выглядит. Доброе утро. Новый день. Я только что вернулась с тренировки. Сейчас 9:30. И хочу показать вам, чем я занималась вчера вечером. Я вчера вечером вернулась в 9. Саша мой приедет сегодня. Но я не смогла ждать. Включила себе серию «Секса в большом городе». И добила второй комод. Кручу этой отверткой, хотя есть шуруповерт в гараже, но это ж надо за ним поехать, а мужа нет, и я там сама не открою этот гараж, тем более ехать. Боже, зачем, если есть отвертка? Просто с рукой все нормально. Знаете, я уже второй комод собирала как вот вообще с закрытыми глазами. Но я не смогла закончить, потому что мне нужно сейчас прибить вот эти вот штучки молотком. Вот, получается, раз, два, три, четыре. И вот здесь вот сзади. Ну, тоже эти крышки. И я, как человек, уважающий других, решила это сделать часов в 11 утра, ну, потому что как бы рано, да, сейчас 9. Хотя только что у нас там немножко сверлили. Я все равно подожду, хотя мне буквально 5 минут эти гвозди забить, и у нас такая слышимость, хорошая шумоизоляция. Но я отношусь ко всем, как хотела бы, чтобы ко мне относились, поэтому вот. Сзади разбросаны Бонькины игрушки, у меня вообще сегодня невероятный бардак везде, потому что утром спешила на тренировку и съела по-быстрому одно яйцо, какие-то крошки. Вот вообще не люблю завтракать так рано, но ходить голодной на тренировку силовую, конечно, тоже нельзя, поэтому я впихнула в себя яйцо, и то не полностью. Сейчас буду завтракать. Зашла, взяла для Саши, пускай лежат в морозилке когда-нибудь. Он любит такие блинчики с творогом. Это у нас экобар прямо возле дома. А себе взяла сырники из творога. Сейчас я их поджарю. Очень удобно. Сколько нужно. Вот я съедаю там 2 сырника. Я себе 2 поджарила и все. И решила себя на завтрак просто побаловать. Мне так нравится эта гречишная шоколадка просто. Я нашла на Wildberries целую коробку таких вот маленьких. Там не знаю сколько штук. Я положила себе в корзину уже давно. Там получается половинка от этой вот шоколадки. И в принципе ее более чем хватает. И вообще я легко могу съесть там любую большую шоколадку, какую-нибудь Альпен-Гольд за раз. Но так делать не нужно. По крайней мере, часто. Вот. И это реально очень-очень вкусное. И я боюсь, что если я закажу себе коробку, то у меня будет такой соблазн, и не нужно. Маленькие покупочки. И заходила в Zara Home вчера и купила уже свой любимый новогодний аромат. Вот 1 декабря. Диффузор этот. Я обычно не использую диффузоры для дома. Я после уборки просто наношу какой-нибудь спрей, но он, знаете, буквально пару минут держится. Я не люблю, чтобы сильно пахло дома. Поэтому мне нравятся такие продукты на водной основе. Но вот этот вот Gingerbread — это просто аромат декабря. В январе покупать уже, знаете, ну не знаю, меня вся вот эта новогодняя атмосфера интересует только в декабре. Потом уже как бы все, хватит, сворачиваемся. Вот поэтому это у меня прям самая лучшая ассоциация. Обожаю. Самый приятный новогодний аромат. Так что вот сейчас займусь завтраком, позавтракаю. Спокойно, не спеша. Прибью, соберу этот комод, наведется везде порядок и будет супер. Не люблю, когда так сумбурно все. Но сегодня что-то я опаздывала. Тоже хотела там ответить, я вам в прошлом влоге там рассказывала про свою еду, да, то, что я мало что люблю, и там такие разные комментарии. У меня, девочки, нет проблем, я себе ни в чем не ограничиваю, никакого РПП у меня никогда не было, у меня, в принципе, никогда не было проблем с лишним весом. Я, как и все, набираю его, просто дело в том, что я, как только набираю, я это сразу чувствую, я это вижу, и мне это не нравится. У меня не было такого, что я такая сидела, и потом хоп, 10 килограмм плюс. Ну, то есть я такое бы заметила. И когда я замечаю, что у меня там 2-3 килограмма лишних, я думаю, блин, а почему? Ну, мне не нравится. То есть я люблю свой вес, мне нравится моя фигура, это мой выбор, поэтому я просто ее поддерживаю. Когда я вижу, что там такой небольшой какой-то скачок, я такая сразу,
нужно, наверное, пересмотреть, что я ела. Потому что, ну, я не хочу, чтобы дальше пошло, потому что, естественно, чем больше наберешь, тем сложнее сбросить. Поэтому реально не было никогда таких больших проблем с этим. А с едой я это не люблю, потому что я это не пробовала, я не хочу. Ну, вот так у меня. То есть не потому, что там эта еда плохая. Я не делю еду на плохую и хорошую. Я иногда там говорю, там, это не полезно, это полезно. Видите? Он не уважает нас в 9 утра. А я не стучу молотком. Это мои проблемы. Могла бы его постучать. Так вот, конечно, я иногда могу сказать, там, это плохое, это хорошее, там, по еде, но это как бы очевидно, да, то, что бургер более вредный, чем трава, да, ну, как бы тут все очевидно. То есть не потому, что там нельзя это есть. Ну, конечно же, нет. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте так буквально. У меня вообще такое пищевое поведение от моего папы. Он, конечно, как мужчина, он ест намного больше, чем я, ну, в плане выбора еды, да, то есть я очень тоже много всего не люблю, что он ест. Но он, например, там тоже не может поесть в какой-то столовой, в каких-то гостях. Вот ему неприятно, я тоже, девочки, я не люблю есть там, где очень сильно пахнет едой, как правило, какая-нибудь столовая. Я вот, ну, не могу, мне просто... Какая бы я голодная ни была, вот у меня нет такого, знаете, что бывает, когда голодный съешь все. Нет. Ну, это не про меня. Но я просто, ну вот, не мои эти блюда. Ну и, в принципе, столовую еду я там, в принципе, ничего не люблю. И мне вот как-то, ну вот, не аппетитно. И я не то, что там плохо к этому отношусь, ни в коем случае. Вообще прекрасно и положительно, и все. Ну, просто, ну вот, не мое это. В каких-то там ресторанах, кафешках я всегда ем одно и то же, вы знаете. То, что просто невозможно испортить, это курица филе, его невозможно испортить. Это какая-нибудь там, я не знаю, стейк из лосося, какой-нибудь картофель запеченный или овощи. Их просто, ну, как бы, это такая простая еда, которая, в принципе, везде плюс-минус одинаковая. Так, сырники свои буду жарить. Поэтому ни в коем случае никаких ограничений. Я там не люблю роллы, бургеры, я их не пробовала никогда. Не моя еда. Вот визуально они мне нет. И как бы я с этим прекрасно живу. Я вам жаловалась, что там какая-то проблема. Конечно, меня бесит, что я там что-то не люблю. Буквально потому, что я прихожу в какое-то место, и я не могу там просто заказать ничего, потому что я не люблю. И мне нужно выбирать. То есть в этом проблема, да. Конечно, надоедает, что я ем одно и то же. Не всегда, но вот бывает такое, блин, не хочу, достала эта курица. Потому что я, грубо говоря, из вот этих всех мясных продуктов я ем только филе куриное. Я не какую-то индейку, свинину, я ем очень редко, только шашлык, когда папа готовит, там, знаете, там раз-два раза в год максимум. Дом очень редко, там тоже, может, один раз в год я там приготовлю себе стейк из свинины. Какую-нибудь вот эту вот всю индейку, говядину, свинину я не люблю. И бывает, конечно, такое, что просто филе, ну, уже достало оно меня, потому что ты его ешь каждый день. Но, как бы, потом проходит время, ну, а что, кроме него, я ничего не съем. Вот, поэтому, конечно, иногда бывает такое бешенство, но это от настроения зависит. Но так в целом раздражает, что ты просто не можешь пойти в какое-то место красивое, новое, попробовать что-то, потому что ты там ничего не любишь. Жить мне это вообще нисколько не мешает. Очень-очень люблю овощи, я их всегда любила. Вообще я очень люблю картошечку фри, как я вам говорила, да, какие-нибудь наггетсы, пиццу, например. Пиццу, кстати, я полюбила только, наверное, лет 18, я впервые попробовала. Но я люблю только, чтобы была ветчина и сыр, больше ничего. Я могла бы есть ее каждый день, потому что мне очень вкусно. Блин, какая пицца каждый день? Она потом сразу на всех моих боках, на моей жопке. Я не хочу, чтобы она там была. Вот, поэтому приходится просто выбирать, что в себя пускать из еды. И, конечно, тоже вот там какие-то советы дать по поводу питания. Ну, я не совсем имею право на это, потому что, ну, я сама вообще далеко не идеальна, да. Но просто самое важное, вот такие советы, которые, возможно, вам помогут, что вы должны понимать, что вот эта вот вся история с хорошей едой, с более такой полезной, правильной, да, менее вредной, это навсегда. То есть вам просто нужно понять, что вот это вот ваш выбор, это не просто временная акция. Вот я там месяц посижу, там на правильном питании каком-то, и все. И потом уже вот я сброшу свой вес и буду жить там дальше своей жизнью. Нифига, это так не работает. Это уже вот навсегда. И когда вы это поймете, что вот это не ограничения. Вообще, девочки, все ограничения, которые вы ставите в голове, сразу хочется их нарушить. Вот наш мозг так работает. Сразу хочется есть шоколад, чипсы, жареную картошку. Все нормально, это все можно есть. Ну, просто правильнее. То есть, если вам хочется съесть что-то вредное, да съешьте. Ну, просто не каждый день. Или не в 3 приема пищи. Или, опять же, в голове у себя держите там 80%. Я ем хорошую еду, и там 20, ну, там что-то такое не идеальное. Не ставьте ограничений. Ну, просто, чтобы это было с умом. То есть вы понимаете, что это, ну, вы себя не оздоравливаете, да, там, чипсиками 3 раза в день. Ну и опять же, такой самый классный лайфхак, которым я пользуюсь от своего нутрициолога. Светочка, если ты меня смотришь, я оставлю вам ссылку на Свету, девочки, никакая не реклама, 100 раз вам про нее рассказывала. Просто это как образование, которое нужно всем. 1 раз сходили, узнали, все.
и потом вам просто все станет понятно с едой, и вам уже просто ради там интереса, там раз там, в год, может быть, взять там свои анализы, прислать, чтобы вам какие-то витаминки назначили, да, не сами вы пошли в аптеку, купили, что захотели, или у блогера увидели, а то, что вам необходимо, да, чтобы восполнить свои дефициты. Вот, и нутрициолог это просто нужен каждой семье, девочки. Хотя бы один из вашей семьи образован в этом плане будет, и будет вам счастье. Реально, просто многие взгляды поменяются. Пускай даже вы там не измените на 100% свое питание, но у вас в голове уже пойдет этот процесс. Так вот, совет этот, который я хотела, да? Жареную картошечку едите, съешьте еще тарелку травы какой-нибудь. Я не знаю, микрозелени, что вы любите, шпинат, салатные листья, все что угодно. То же самое и с драниками, и вообще с вредной едой. Просто чтобы вот это вот все более или менее сбалансировать. Так что трава наше все. А я сейчас буду есть сырники. Очень давно не ела сырники, и заодно вот с этой вот штучкой. Я вам ее показывала с блинчиками. Из сахара шоколадный. Такая, знаете, немножко странная консистенция, но супер. Нормально. Так что у меня сегодня будет очень сладкий завтрак. Съем свою шоколадочку. У меня сегодня тренировочка была, поэтому я ее уже как бы отработала, но она и хорошая. Здесь 20 грамм, но это нормально. Здесь в 100 граммах 600 калорий. Ну, прекрасно. А здесь всего лишь 20. Чаечек свой любимый и серию какую-нибудь посмотрю большого города. Дособираю свой комод, сделаю порядок. Сладости вот этих вот, которые я вам постоянно показываю, именно вот эти. Я вам показывала, что впервые их заказала. Боже, они просто потрясающие, очень-очень вкусные. Я себе люблю вот в обед сделать такой перерыв на чаек и вот с этой вот печенькой. Очень вкусно. Опять же, вечером хочется вам что-нибудь погрызть вместо чипсов, хотя бы там попкорн возьмите соленый. Тоже супер. Вот я покупаю такие штучки и потом в микроволновке готовлю. Уже очень люблю похрустеть. Вот такие вот штучки у меня есть. Я, к сожалению, выкинула упаковку, но я найду, вам покажу, что это такое. Так, ну вот такой завтрак у меня получился. Надеюсь, что сырники будут вкусные. У меня тут, конечно, фруктики валяются комода, потому что бардак. Все, приятного мне аппетита. Понимаете? Хотела развеселить Шарлотты. Сейчас буду делать уборку ванной, но покажу вот как я поставила стеллажи. Вообще мы когда сюда въехали, здесь не было вообще ничего, просто пусто. Но я купила такие стеллажи с открытым хранением. Вот, ну чтобы как-то решить вопрос, потому что вещей, конечно, много и негде их хранить. И знаете, когда такое открытое хранение именно в ванной, как бы я там ни пыталась все организовать, все равно выглядело как бардак, знаете, такие разные мелочи. Вот, поэтому такие стеллажи, они недорогие, но очень хорошо решают наш запрос. Я не знаю, насколько они хорошо будут себя чувствовать в ванной, потому что у нас, в принципе, такая квартира, в ней очень-очень влажно. Здесь никакой увлажнитель воздуха не нужен, здесь постоянно такой влажный воздух. И, в ванной особенно. Поэтому, возможно, это все развалится, но я думаю, что в любом случае не скоро. Стали они хорошо, тут у меня корзина для белья. Конечно, если бы это была наша квартира, я бы, я думаю, так, наверное, было и запланировано, сделать скрытые вот эти вот ящики, да, на всю эту, вы понимаете. Вот, и, конечно, идеально в ванной, когда есть какой-то глубокий, потому что негде хранить химию. Так, ладно, как вы думаете, сколько из этого всего места занимает вещи моего мужа? Половина полки, девочки. Я не знаю, просто мне не то, что жалко для него места. Просто, у него нечего хранить. Какая косметика у мужа? У него тоже там вот эта вот его полка, и здесь шампунь, гель для душа и мочалка. И там слева мои скрабы стоят еще. То есть, чтобы вы понимали, там наверху у Бонечки больше вещей. У Бонечки реально, у нее просто здесь полка. Здесь с Сашей напополам у нее полка. Как тут просто выглядит, сейчас покажу. Целая огромная полка у нее с такими пеленками, там косметика ее, знаете, там всякие расчесочки, там для ушей, для глаз, куча всего. Там где ее корм. А боже, еще полка в шкафу с ее одеждой, с ее сумками, в которых она там ходит в переносках. Она же не одна, это переноска, их там тоже, наверное, штуки 4. И одежды целый ящичек. Боже, вообще кошмар, настоящая девчонка. А у мужа, не знаю, как у всех, там всякие штуки для бритья, дезодоранты, и все. Здесь еще в таком доступе быстром Бонечкино мыло для лап и для лица ее штучка. Остальное все мое, конечно же. Здесь моя самая такая главная полка, которая чаще всего мне нужна. Здесь мой уход, и вот эти вот штучки, все для снятия макияжа, в общем, что я использую, или после умывания. Всякие тоненькие кремы. Сюда поставила свои вот эти полотенца.
Здесь тоже моя повязочка, там какие-то тоже кремики, которые мне реже нужны. И там тоже тоник, который я сейчас реже использую, и мицеллярка. Дальше. Здесь у меня штучки для волос, которые тоже в таком быстром доступе. Ничего особенного. Здесь я положила все для тела, массажер, все кремы, там масло для массажа, для пяток это средство. Ну, короче, все кремчики для тела. Здесь у меня фен и все штуки для фена для Dyson, там заколочки. Ну, а сам Dyson у меня здесь будет стоять, потому что он не влезает никуда. Здесь такое, если честно, всякая всячина. Здесь у меня большая косметичка с всякими миниатюрками для поездок, ну или когда нужно что-то такое маленькое с собой. Массажеры. У меня есть тоже всякие вот такие штучки, там массажеры для лица. Я вообще ими не пользуюсь, как бы, но хочу выкидывать пока что. И вот такая вот штука, я тоже что-то все никак не начну ей пользоваться. Здесь красный свет и синий свет. Ну, то есть нагревает и охлаждает. Не разберусь с ней. Ну, в смысле, чтобы вот прям пользоваться. Тут у меня эпилятор мой старый. Ну, я делаю лазерную эпиляцию, естественно, эпилятор не использую. Но на всякий случай никуда его не отдаю. И здесь у меня штуки, чтобы помыть кисти. Дальше. Я себе такой ящик, потому что у меня все хранилось в пакете в гардеробной. Это все новое, то есть какие-то запасы. Ну, кроме ватных дисков, тут просто я их тут храню. И полотенца вот эти, ну, запасные, одноразовые. Все остальное это новое, чем я еще не пользовалась, не вскрытое, но все, что как бы нужно, да, я всегда закупаюсь в Европе своими ритуал с пенками, потому что я их обожаю. Тут у меня 2 мыла новых, новая баночка, тоже была у косметолога. Мицеллярки я вам показывала, тут Pussy Scrub, там я с Испании еще привозила умывалку. Вот эта штучка я 2 привозила, одну использовала, вот одна новенькая осталась. Ну, там какие-то кремчики, сухие шампунчики. Такая удобная очень полочка. И последнее, здесь уже ничего особенного. И так что получилось, по-моему, прекрасно, хорошо я решила проблему. И здесь я еще поставлю вот эту вот свою для уборки штучки в уголочке. Там у меня всякие кондиционеры для стирки, всякие штуки. Короче, вот так, все. You know how I adore you. You spin me around. I can't help but think about you. Oh, don't you know the things I do. Привет, мои дорогие, доброе утро. Так, очень не люблю этот режим. У нас сегодня суббота, 30 ноября, и я сегодня работаю на Santa Claus, поэтому с утра решила поставить елочку, чтобы завтра утром, когда я проснусь, она уже была, потому что завтра 1 декабря. У меня здесь коробка от елки, нужно ее в гараж отвезти. Вот, у меня все тут очень быстро сегодня. Елочку я вам показывала в прошлом году, мы с вами ее вместе покупали. Очень она мне нравится, она из 3 таких ярусов, и видите, у нее все веточки вот такие очень красивые. Надо ее, кстати, распрямить еще, потому что это, видите, где-то какие-то пустоты. И это видно только когда она как раз в огонечках горит, поэтому вечером этим займусь, но пока уже вот так оставила. Муж вчера привез, и сегодня уже вот поставила я. Очень сразу такая классная атмосфера. Для меня вот как раз-таки декабрь — это и есть атмосфера Нового года, праздника. В январе мне это все уже не нужно, в январе я уже жду весну. Ничего, что на фоне будет коробка. Надеюсь, что нет, елочка красивая. Сейчас как раз муж отвезет меня на работу и уберет эту коробку в гараж. Пока с вами немножко поболтаю. Вообще, у меня, наверное, больше никаких украшений новогодних не будет. Так сижу как будто на первой партии. Потому что это нужно подготовиться заранее. У меня, если честно, просто не было времени. И сейчас, если это где-то все искать, заказывать, то пока это придет, ну не знаю. Хотя я эту всю атмосферу очень люблю. Возможно, какой-нибудь еще веночек на дверь повешу, и все. Не хочу, если честно, много всего докупать, потому что это нужно прям так сесть, продумать, вот как бы я у себя дома украшала это все, чтобы как-то это все, знаете, покупать не просто
чтобы купить. А чтобы это потом работало, я могла это использовать как-то иначе, по-другому, там что-то, конечно, какой-то год убирать. Ну, в общем, чтобы не захламлять, а просто вот так вот продуманно все сделать. Поэтому надеюсь, что следующий Новый год мы будем отмечать в своей квартире. Очень надеюсь. Вот, и там я уже подумаю над этим вопросом. Хотя, если бы у нас вот сейчас там, допустим, был ребенок, то я 100% бы это все украшала, потому что это просто обалденные воспоминания, очень крутые. У меня с детства действительно вот была эта атмосфера волшебства, и есть истории, которые я просто вспоминаю, даже буквально вчера там с мужем делилась, и вспоминаю просто каждый год их. Знаете, такие вот прям волшебные, и с вами тоже поделюсь. У нас всегда дома все было украшено к Новому году, и, ну, конечно, там сейчас это сделать все гораздо проще и доступнее, но там еще там 25 лет назад, когда я была маленькой, там даже 20 лет назад не было еще маркетплейсов, где это все можно было купить. Ну, там были какие-то базарчики, рынки, но как бы такого эксклюзива было сложно его достать. Вот, но я помню, мой папа где-то нашел, по-моему, с России привез такого Деда Мороза огромного. Мы в частном доме жили, и такой огромный Дед Мороз, он по лестнице лез как будто бы на крышу. И это просто такие крутые воспоминания. Я помню, я там прихожу с Катажинкой своей со школы, ну там еще в самых начальных классах. И этот Дед Мороз висит, и у нас все крыльцо, вот эта вот беседочка была украшена по контуру, тоже огоньками там на всю улицу. Это просто невероятно красиво. И у нас тоже там во дворе всякие туйки, вот эти елочки, и они тоже все были украшены. И у нас елки всегда стояли и на кухне, и вот на улице в беседке. И вот окно в беседке тоже там везде они были украшены. Окна в доме тоже были украшены. Вот на кухне елка стояла, у меня в комнате какая-то такая небольшая стояла, естественно, в зале большая. Вот елка, и это тоже так вот очень круто. Везде что-то было украшено, какие-то шарики. И это такие классные воспоминания. И вот такое прям мое, то, что я просто запомню навсегда, волшебство. Это мне было 6 лет, и моя мама тогда лежала, это была зима, ну, естественно, Новый год, лежала на сохранении с Катажинкой, она была и беременна. Вот, а мы с папой украшали елку. У меня день рождения как раз 19 декабря. Дома у родителей ставили елку где-то, ну, до моего дня рождения, то есть примерно там в 15-16 числах. То есть на мой день рождения всегда уже елка была, и потом Рождество, мы католики, у нас 25-го, 24-25, вот у нас праздники. И я помню, мы с папой наряжали елку на улице, то есть мне 6 лет, мы с ним вместе это все наряжали, то есть мы с ним точно были вместе в этот момент. Мы нарядили, там зажгли ее, зашли домой, а у нас, если смотреть из окна кухни на окно крыльцо, там, где стоит елка, ну то есть там прям это все видно. И просто, ну, никого не было. Я была вместе с папой. Мы с папой смотрим в окно, то есть мы только вышли. То есть в моих воспоминаниях так, мы вышли с улицы, зашли в дом, пришли на кухню, смотрим в окно, эта елочка горит. Папа говорит: смотри, Настенька, там подарок. Я смотрю, там действительно подарок, боже, для меня это просто какое-то реальное волшебство. И самое, что было крутое, с окна кухни видно дорогу. И на этой дороге снег и следы от саней. Не от саночек маленьких, а вот действительно гигантские сани просто на всю дорогу. То есть, ну, саней я не видела, естественно, но следы, вот они четкие, и они есть. Я до сих пор не знаю, как это папа сделал. Ну, я так понимаю, что он там кого-то попросил, но неважно. Но это просто... Я даже не хочу этого знать на 100%. Мне там, он когда-то рассказывал, но я так, знаете, мимо ушей уже. Как будто бы не хочу портить это воспоминание, что кто-то к этому был причастен, а не Дед Мороз. Но я так хорошо это помню. Конечно, я там с детства знала, что Дед Мороз — это там мама с папой, да, но все равно я продолжала верить, то есть что чудо. То есть я как-то все равно эту информацию, опять же, мимо ушей, я верила вот это вот в новогоднее чудо, и оно мне действительно было. И вот это вот просто воспоминание, оно мне настолько яркое, что вот мы же с папой были, мы все время вот были вместе, мы вместе украшали, и через минуту я смотрю с ним вместе в окно, он был со мной, а там лежит подарок. Как? То есть на тот момент, и даже сейчас у меня такие яркие воспоминания, ну вот это просто невероятно круто, поэтому, конечно, если у вас есть детки, обязательно с самого раннего детства придумывайте какие-то такие вот им волшебные моменты, потому что они точно запомнятся. Даже если он будет знать, что это вы сделали вы, что, как бы, естественно, понятно, что он рано или поздно об этом узнает, но это просто самые такие приятные, теплые воспоминания, и это невероятно круто. И потом я тоже помню, мы всегда с Катажинкой, опять же, мы католики, и у нас всегда 24 декабря у нас вот это вот вигилия, и 25-е утро, рано утром мы просыпаемся, и у нас всегда подарки были на Рождество. И мы с ней рано утром просыпаемся, бежим к этой елке. И вот это вот, знаете, такое
вот это ожидание, там, где чей подарок, и там разбираем эти подарки, и это всегда просто, ну, очень клевый момент, и у нас так было, ну, всегда так было, вот эти вот подарки, даже когда мы были взрослые, конфеты обязательно, и даже сейчас я всегда у мужа прошу, чтобы мне там на Рождество и на Новый год всегда шоколадный подарок какой-то маленький под елку поставил, ну, потому что, ну, это прекрасно, это приятно, и пускай это у всех будет как можно дольше. Вот, все. Мне там молоко сейчас закипит. Убежит. Мне только этого не хватало еще. Это просто еще одно чудо. Я подошла, а оно, ой-ой-ой, начинает уже. Все закипело. Буду пить быстренько какао с маршмеллоу, потому что елка первый день. А еще, девчонки, очень важно. Я знаю, что многие из вас сейчас будут ставить елочку, наматывать эти гирлянды. Вы упали. Наматывать эти гирлянды, и, девочки, я в прошлом году говорила, и в этом тоже напомню. Обязательно, если будете наматывать эту гирлянду росу, если у вас елка в 3 яруса, значит, покупайте как минимум 3 и накручивайте эту росу по ярусам, чтобы потом, когда вы разобрали елку, у вас эта гирлянда, эти огонечки остались, и вы в следующем году не делали то же самое. Это невероятно удобно. Вот, поэтому обязательно возьмите это на заметку. У меня на эту елку, по-моему, ушло 3, не по-моему, а точно 3 росы по... Сейчас я посмотрю, я на Wildberries покупала в прошлом году. Так, роса. По 100 метров, получается 300 метров. У меня елка, по-моему, 2, ну, наверное, 2 или 1,8. По-моему, 2 метра. Ну, неважно, в любом случае. Вот мне тютельку в тютельку хватило, хотя можно больше, если хотите. О, кстати, она сейчас стоит в 2 раза дешевле, моя гирлянда, представляете? Я в том году покупала за 67 рублей, сейчас она 34. Класс, оставляю вам артикул, все прекрасно, все хорошо. Я, кстати, сегодня тоже ее составляла, эту елку, включая гирлянду, а у меня средний ярус не горит. Я такая думаю, блин, только не это. Думаю, только этого мне не хватало. Я смотрю на часы, потому что мне уже нужно выходить на работу, я еще не собрана. Я думаю, блин, сейчас потом разбирать эту гирлянду, все разматывать, покупать новую, заматывать. Думаю, только не это. Потому что встала там и разобрала эту вот вилку. Ну, не разобрала, просто там она так вкручена была буквально на секунду. Думаю, попробую еще раз. И все заработало. Я думаю, yes, спасибо. Спасибо. Так что вот, обязательно, чтобы не разматывать каждый год, потому что это кошмар. Еще сама эта гирлянда, видите, она на зеленой вот такой вот леске. Вот, она не видна на елке, она очень тоненькая, ну и, соответственно, ее легко закручивать на веточке. Вот, поэтому, чтобы наслаждаться и не терять ни единого дня, завтра вот зимой она уже у меня будет стоять. Я не хочу ее ничем украшать, вот мне в прошлом году украсила ее огоньками, так и оставлю. Может быть, в следующем уже что-нибудь новое придумаю. Мне сейчас очень нравится, как украшают такими бантами большими. Я вставлю картинки, это, может быть, для кого-то это будет вдохновением, просто невероятно стильно смотрится. Вот видите, прям такие тут пустоты. Я ее просто, знаете, просто так собрала, особо не распрямляла. Вот, она такая сама пушистая, очень красивая. Поставила уже диффузор. И сейчас буду пить какао с маршмеллоу и убегаю на работу. Такое быстрое утро. Я уже на месте. Спряталась в примерочной. Работаю. У нас сегодня половинка дня моя, половинка дня Оли. И завтра, и послезавтра тоже. Так что такие 3 рабочие дня в нашем To Close. Вот, мне уже немножко осталось. Потом поеду забирать, девочки, свои подарки на день рождения от моего мужа. Главное не открывать их. Ну, не главное, я сразу думаю, сейчас заберем вместе с ним, я скажу, чтобы он куда-нибудь спрятал. И вручил мне там один подарок на день рождения и второй на Новый год. Я, конечно, знаю, что там, потому что я как бы сама выбирала. Но все равно, знаете, такое предвкушение. Кстати, очень классная байер, девочки. Именно люкс. Просто скорость невероятная. Я специально заказывала заранее, потому что думала, что не успею даже к моему дню рождения. В итоге она мне писала, там уже через пару дней в Минске все было. Просто обалденная скорость, поэтому оставляю вам ссылку. Девочка проверенная 100%, я сама за ней давно слежу, и многие мои девочки тоже, с которыми мы так знакомы, вот именно по люксу, супер. Так что оставляю ссылочку, и потом, когда будем с вами делать распаковку в мой день рождения, я еще раз вам напомню. Возможно, вы сейчас тоже выбираете какие-то подарочки себе на Новый год. Вчера смотрела, я просто пишу себе желание на 3 месяца.
каждый сезон. То есть на осень, на зиму. Вчера там тоже уже на зиму написала себе там 30 желаний, но нужно 100. Вот, поэтому я еще сегодня, завтра буду писать. И вчера смотрела, что у меня там сбылось из моих осенних желаний. Ну, так скажем, так, какие-то планы. Естественно, я там ничего сверх не планирую. Хотя мечтать масштабно тоже очень круто. Вот, ну я такие, знаете, реальные себе, так скажем, цели на 3 месяца. И тоже там что-то было про... Знаете, там просто пишешь все подряд. Там тоже ходила с мужем там в кино. И такая зачитываю Саше, что не сбылось. Была на свидании с мужем в кино. А сегодня 30 ноября, вчера был 29. Говорит, ну вот у тебя типа есть еще один день, завтра идем в кино. Так что сегодня идем в кино на 7:35. Идем на Веном. Это как бы боевик, там триллер. Но я, в принципе, тоже такое могу посмотреть в кино, поэтому идем на такое. Потому что там остальные что-то мне ничего не понравилось. Вот, так что у нас вечером вечерний киносеанс. Все, девочки, будем с вами прощаться. Как обычно, желаю вам самой-самой прекрасной недели. Поздравляю вас с началом зимы. Пускай у вас обязательно произойдет что-то такое волшебное, приятное. И пускай волшебство в вашей жизни будет просто каждый день. Поэтому все, до новых встреч уже совсем скоро. Пока-пока. Домой. Все обутые, одетые. Всем привет еще раз. Как я вам и говорила, видите, про что я и говорила. Ой, это так приятно. Подарочек от мужа на елку. Дедушка Мороз принес мне подарочек. Все, теперь точно пока.